Всем привет, с вами Dirty Mac, и сегодня я покажу прохождение 18-й карты «Три сестры» и постараюсь дать комментарии по ходу прохождения. Это достаточно простая карта, у нее большой запас времени, и сменок на нее нужно немного. Билды вы можете увидеть на экране. Стандартный танк с булавой, с щитом или тростью, с королевским шлемом или шлемом солдата. Хил может взять на сменку корень природы, холик здесь понадобится только на пачке с собаками и на боссах. ДД могут быть либо арбалетами, либо фростами. Плюс еще нужна саппорт курса. Каких-то особых сменок к курсе не понадобится. Разве что можно взять на сменку колчан, но это не обязательно. За пример я возьму один из вариантов прохождения этой карты, на мой взгляд, наиболее стабильный. На видео мы проходим 18-ю карту, и наш танк очень далек от 700. Но, несмотря на это, каких-то проблем в прохождении этой карты мы не испытывали. Первых двух мобов танк отводит немного назад, чтобы их свести вместе, и залетает с ешки. С этого момента ДД могут начинать наносить урон, а курса должна сориентироваться и дать порезку своей ешкой, когда танк зайдет. Потому что после рутов танк отойдет, чтобы не получать лишний урон. От хила на этой пачке мало что потребуется, скорее всего танк практически не получит урона. Что не скажешь о следующей пачке. Собаки имеют очень большую автоатаку, при этом дают баф на всех окружающих, который танк должен обязательно сбить, а также увернуться от максимального количества урона. Танк в королевском шлеме начнет с бочки, потом нажмет куртку, даст кьюшку, и после этого можно начинать бить. Танки с шлемом солдата, как правило, идут сначала в арбалета, доджат автоатаку ешкой, после этого можно начинать бить. Хилу стоит держаться максимально близко и быть готовым постраховать танка, так как урона он от собак получит очень много. Ну и ДД должны в первую очередь отработать по собакам, чтобы как можно быстрее сократить урон по танку. После этой пачки холик может взять железный корень. Если пачка из 3 арбалетчиков стоит вместе, можно начать с них. В таком случае вот этого моба нужно будет разворачивать ближе к моменту убийства. Это позволит танку не ждать его для следующего пула. И этим занимается хил. В нашем случае удобнее было начать именно с копейщиков. Эти мобы всегда дают закрутку после второй автоатаки, поэтому танк начнет с кьюшки, после которой уже можно начинать бить. Для ДД важно не подходить к ним близко, потому что закрутка очень сильно дамажит. При этом эти мобы умеют подтягивать к себе, что в сумме дает практически гарантированную смерть. После рутов танка, как только он подойдет к мобам, они тут же начнут крутиться. Особенно об этом должна помнить курса, чтобы правильно подгадать момент, когда давать ботинки. Когда 3 арбалетчика сойдутся вместе, танк опустит на них бочку, даст кьюшку, и с этого момента можно начинать атаковать. Для ДД и друида очень важно на этом паке не сорвать агро, то есть нажимать ботинки точно по КД. Потому что если большой арбалетчик даст в вашу сторону масуху, это доставит много проблем. Следующих 2 мобов можно объединить в пул с собаками, но это менее стабильно, чем забрать их отдельно, а времени достаточно, чтобы пройти без бигпула. В остальном пул не представляет из себя ничего особенного, проходится спокойно даже с друидом, особенно если танк нормально доджит урон. Главное помнить, что в пуле есть большой арбалетчик, так что ДД и друиду нужно не забывать прожимать ботинки. Следующий пул очень дамажный, хилу стоит быть начеку. Для танка выигрышной тактикой будет отдать куртку и бридж, как только кончится куртка, доджить урон ешкой, и зарутать на таком расстоянии, чтобы собаки не могли автоатаковать. Если хил уверен, что ДД сработает достаточно быстро, чтобы танк не успел умереть, то можно остаться на друиде. Следующая пачка мобов с копейщиком, так что помним то, что подходить близко нельзя, иначе он может подтянуть и закрутить. В пачке есть очень противный мелкий арбалет, который дает довольно-таки много урона, но этот пак все еще можно пройти с друидом. Даже если танк пропустит пару ударов, от хила с вешки и шлема должно хватить. Вот следующий пак будет очень дамажным. Танк начинает с бриджа и брони, и как только он дает кьюшку по мобам, нужно очень быстро убить собаку. Поэтому курса должна успеть дать все свои порезки до того момента, как танк побежит от мобов. Для танка важно сбить собаки каст вешкой или ешкой, иначе она бафнет мелких арбалетчиков, а они уже нанесут очень много урона. У собаки сопротивление контролю намного выше, чем у других мобов, так что из рутов она выйдет первой. Когда собака будет убита, следующей целью должны стать мелкие мобы, они наносят основной урон в этой пачке. После убийства здоровяка нас ждет скип. Есть разные варианты, как можно скипать этот участок, покажу тот, которым пользуюсь я.
Разгоняемся вэшкой, пролетаем первых мобов на ешке и скидываем их сразу курткой. Дальше можно спокойно бежать до следующих мобов и отдать голову и ботинки. Скипать нужно до вот этого мостика. Перед следующим пулом нужно произвести подготовку. Накидать на лестницу либо ловушек от арбалета, либо вязкую настойку. После чего пул происходит через этого моба. Танк кидает в него яд, ведет на ловушки, и когда мобы соберутся вместе, прыгает в них ешкой. После этого можно начинать их бить. В этом паке 3 мелких арбалетчика, так что урона будет много. После стана танк даст бриджвотче куртку, руты и убежит, чтобы не получать лишний урон. Для АДД и для курсы нужно помнить, что в паке есть копейщик, он может протянуть и закрутить, так что не подходим слишком близко к нему. И для курсы важно поймать момент, когда именно отдавать ботинки, чтобы не получить крутилку. Следующий пул будет из мышей, они наносят очень много урона. Поэтому танку важно попасть рутами. Нужно дать их так, чтобы мыши не могли автоатаковать. Мы добрались до замка, и теперь будут встречаться магички. На этой карте они двух типов. Одна из них дает лужи, а другая навешивает дебаф. Он выглядит как крутилка, которая дамажит ваших союзников, если подойти к ним слишком близко. И игромеханически это именно дебаф. То есть со своих союзников из себя его можно склинзить. Если хил играет с друидом, для него есть два варианта, как здесь поступать. Он может просто всю дорогу оставаться на луче, либо на магичек, который навешивает этот дебаф, брать клинс и позволять своей партии оставаться со стаканами и получать бонусы от королевской куртки и от королевской мантии. Впрочем, первые два пула с магичками — это только лужи. Стараемся в них не стоять. И не забываем про ботинки на АДД и на друиде, потому что автоатаки этих мобов очень сильны. В остальном эти пулы из себя особо ничего не представляют, так что пробегаем до следующей пачки мобов. Это довольно коварный пул, нужно свести всех мышей на магичке и застанить их ешкой, после чего ДД заливает пак. Эта магичка дебафает крутилкой, так что если хил сидит на друиде, можно взять клинс. В таком случае ДД состакиваются, для того чтобы можно было давать друг другу куртки, а друид снимает дебаф сразу, как только его повесят, не давая ни одному тику нанести вам урон. В данном случае друид с лучом, так что ДД стоят растаканными. Следующий пул всего лишь из одного моба, и важно, чтобы он таковым и оставался. Если у друида клинс, ДД просто состакиваются на входе. Если у друида луч, то ДД должны встать как на скрине. Двое сверху, двое снизу. Если на хиле холик, то то же самое. Двое сверху, двое снизу. После рутов танк уходит назад, так что хилу лучше стоять снизу, чтобы, если что, танка подстраховать. Перед следующим пулом нужно быть аккуратными. Здесь два патруля мобов и слева и справа. Перед тем, как танк затащит их внутрь, нужно убедиться, что они на вас не заагрятся. Эти патрули очень часто цепляют, будьте внимательны. В остальном все стандартно. Танк дает руты, отбегает, ДД заливает мышек с пары скиллов. В следующем пуле будет копейщик. Помним про расстояние, потому что если подойти слишком быстро, когда у него на руках крутилка, он может подтянуть и моментально убить. В остальном все стандартно. Танк отдает свои скиллы, отдает руты и танкует расстоянием. На этом паке можно в принципе не получить урона, чего не скажешь о следующем. Здесь две магички. Одна кладет поля, а другая вешает дебаф крутилку. Из-за этого даже если друид возьмет клинс, ДД все равно будет тяжело держаться со стаканами, потому что вторая магичка будет постоянно класть поля. Конечно, можно засинхрониться и убегать в одну сторону, но это не так просто. В рандомной пачке, наверное, даже невозможно. Лично я на этом паке просто беру луч, а один из ДДшников встает к вот этому окну. Неприятный пак, но благо он последний. Дальше уже босс. Его фарм разделен на две стадии. Сначала три сестры усиляют моба, и задача танка здесь сдоджить максимальное количество урона ешкой, рутами, ботинками, всем чем угодно, потому что автоатаки его очень сильные. Курса стоит рядом с танком и откатывает именно его. На хиле обязательно холик, и он стоит внизу с остальными ДДшниками. ДД стоят именно на лестнице и не поднимаются наверх, потому что после убийства этого моба нам придется отагрить боссов. Также на фарме боссов танку уже не понадобится контроль, так что можно переставиться на защиту. После эвейда нужно сделать небольшую подготовку. В эту точку кидается либо яйцо сюрпризом, либо скилл яйцемета. А к этой сестре подбегает хил. Танк будет работать по этим двум. Сводить их вместе или начинать со средней — это уже вопрос предпочтений. Важно то, что как только танк заагрил, хил должен переагрить на себя правую сестру. Я увожу ее даже на балкончик на всякий случай.
Потому что если по ней прилетит какой-то урон, то, скорее всего, мы вайпнемся. А вот пример, почему мы кидали в угол животное. Только что босс кинул на него щит, вместо того, чтобы кинуть его на вторую сестру. Таким образом мы ускоряем наш фарм. И заодно слегка снижаем шанс вайпа. Средняя сестра дает очень сильные АОЕ атаки, так что танк будет максимально разворачивать ее от пати. Хилу важно об этом помнить, чтобы случайно не залутать урон. Больше каких-то особенностей в фарме первых двух сестер нет. Перед фармом третьей нужна небольшая подготовка. Танк меняет свою кьюшку на сало, а курса берет колчан с отталкивающей кьюшкой. И когда танк готов, хил нажимает ботинки, сбрасывая с себя агр. Этот босс таргетно вешает лужи. Вам они никакого урона не наносят, но если союзник заходит в нее, то он практически моментально умирает. Поэтому ДД и хил встают вокруг босса. И важно понимать, что на моба, которого мы кидали в начале фарма, эта лужа может пролететь тоже. И если мы в нее зайдем, то умираем. Помним об этом и держимся от моба подальше. В остальном фарм не представляет какой-то сложности. Мы выполнили главный квест, но это еще не все, ведь мы оставили за собой сундук. Берем скипсеты и возвращаемся назад. У нас есть незавершенные дела. Наиболее легко данный сундук вскрывается на арбалете. Настакиваем пассивку для того, чтобы кинуть 2 кьюшки. Стреляем в сундук, уходим в ботинки. При необходимости повторить. Остальные уже могут собрать серебро и лут ботинками свежевателя. Это была карта 3 сестры. Другие карты, а также общий гайд по ХЦЕ я буду добавлять в описание. На этом все. С вами был Dirty Mag. Буду рад видеть вас в комментариях и на моих трансляциях на Твиче. Спасибо за внимание и хорошего вам фарма.